Добрый день, с вами снова Ренат, а это значит, вы в гостях в моем небольшом, но уютном саду в этот теплый солнечный день 21 июня в городе Астрахань. Сегодня мой рассказ о карликовой яблоне, которая находится за моей спиной. Это самая большая из всех яблонь, растущих в моем саду. Итак, вот показываю эту карликовую яблоню, самую крупную из всех. Ну вот посмотрите, какая она была год назад. В этом году яблоня радует первым урожаем. Была проведена небольшая нормировка этого дерева. От части плодов я избавился, но это так, не критично. То есть большая часть плодов осталась на дереве. Некоторые ветки, вы видите, склонились под тяжестью плодов, но скорее всего эту ветку я буду укреплять. В этом году эту яблоню, так же как и все другие яблони в моем саду, я подкармливал 2 раза комплексным удобрением фертика весна-лето, примерно 2 столовые ложки. Еще будет 3-я подкормка. После 3-й подкормки подача азотистых удобрений будет прекращена и будет проведен влагозарядный полив осенью с одновременной подкормкой калием и фосфором. Ну, необходимо несколько слов сказать об опрыскивании этой яблони. Конечно же, она обрабатывалась фунгицидами и инсектицидами. Один раз я ее обрабатывал фунгицидом Скор и инсектицидом Децис. Повторно это был Скор и инсектицид Валиам Флекси. Ну, как вы видите, листочки в удовлетворительном состоянии, признаков тли нету. У нас в Астрахани стоит аномальная жара в этом году, поэтому, конечно же, полив играет не последнюю роль. 2 раза это дерево поливалось, скоро будет 3-й полив, ну а после этого уже можно будет не поливать. Я обычно перед тем, как снимать урожай, не поливаю 20 дней. Несколько слов надо сказать о формировании этой карликовой яблони. Я ничего не трогал в течение 2 лет, с того самого момента, как ее посадил. То есть никаких обрезок не делал, ни осенью, ни зимой, ни весной. Так она и растет. Ну, возможно, следующей весной, на будущий год, в 2021 году, я произведу небольшую обрезку. Там посмотрю. Сад у меня не столь внушительных размеров, поэтому наблюдается некоторая скученность.
Ну, например, возле этой карликовой яблони в тесном соседстве растет абрикос совсем рядом. Вот яблоня, а прямо над ним абрикос. И также совсем рядом вот черешня. Девиз моего сада: в тесноте, но не в обиде. Поэтому эта карликовая яблоня отлично вписывается в планировку моего сада. Обратите внимание на арматуру, которую я устанавливал год назад, для того, чтобы во время ветра ветки не сломались. Сейчас уже эта арматура, она, конечно, актуальна, но, возможно, надо будет что-то думать для того, чтобы укрепить вот ветки, которые существенно стали больше за год. И эта арматура, она уже не играет той роли, которая играла ровно год назад. Вот посмотрите, сколько арматуры. Ну вот и подошел к концу мой небольшой обзор про карликовую яблоню, самую крупную из всех яблонь, растущих в моем саду. Надеюсь, этот обзор вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить очередное видео. На этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. С уважением, ваш Ренат.